Находимся в раю для мужика. Это такая отдушина для Андрюхи. Здесь вот его мир. Если там это все женское, там это розовые эти стены, там они там, все такое. А что там, ну, женщины готовят на столе. Они, естественно, кедрового цвета. Вот. Ну, это я так, шучу. То есть здесь это такое прямо, вот тут машина будет стоять, полочки, инструментики. И все такое уже в цвете, в таком брутальном сделано. С сучочками, как Андрей любит. Очень нравится мне здесь. Тебе нравится, Андрей? Очень нравится мне. Саша встал возле моего любимого сучка. Ну расскажи, вот ты как бы такой фанат этих сучков, что даже вот эту балку вот решил, как бы, ну, сказал нам, что маловато. Там вот есть маленькая, она наверх смотрит, да, вот тот изъянчик. То есть Конечно, тебе бы даже и такие... Ее при монтаже надо было развернуть. Кто ее рубил, не знаю. Вот. Не знаю, к Игорю вопрос. Кто топор дал тому человеку, который бревно... Как будто не мы делали. Как будто не вы, я не знаю, ребята, кто тот мастер? Вы же его уволили, по-моему, да? Ну ничего, на беседке мы оторвемся, там у тебя будет. Здесь вот на этой стороне мне тоже очень нравится вот это бревно. Оно фигурное. Вот его хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А здесь такая шишечка. Хоп-хоп-хоп-хоп. Но на самом деле гараж почему-то получился максимально готовый уже к эксплуатации. Если у нас в доме там пола нет, ну, напольного покрытия нету, кухни там еще, да, то здесь у нас остались только вот штрихи. На окнах обналичка, на дверях обналичка, ну и, собственно, вот закрыть коммуникации, которые по полу идут декоративным плиткам. Это ж твой мир, Все, да, стезя. все. Ты тут, конечно, и постарался по-быстрому все запустить. Ну да, наверное. Плитка классная, да, во-первых, я вижу, что она большая, широкая, не маленькая какая-то. Вот, и специально. Мне хотелось просто, чтобы было меньше швов. Поэтому мы заказали, ну, как бы не просто керамическая плитка, ну, а керамогранит, напольный керамогранит. В общем-то, ничего такого нету, но он немножко большого размера, 1,20 на 60. То есть обычно все покупают 60 на 60. Ну, я так прикинул, что у меня машина будет как раз попадать на шов, колея, и решил, что меньше швов, меньше пыли, красивее, практически, ну, цельное покрытие. То есть вот так, плитка, да, вот напольное покрытие 1,20 на 60. Обычного светлого цвета. Про второй свет моется легко. Говорил ты, что хотел сначала просто ровный потолок. Ну да, если сейчас мы с пола переходим на потолок, да, то могу вот показать, да, что вот эта балка, да, планировалось, что потолок будет ровный. По ней сверху. Да, то есть мы должны были в этой балке зарезать четверть и перекрыть потолок. То есть все. Но когда, опять же, это вот спасибо кровельщикам, да, ребята, когда приехали, они говорят, у тебя скат напрашивается сам собой, вот от конька до нижнего бревна. Утеплил его и все, тем да? самым, да, то есть утепление в скате, ну, оно как бы, во-первых, то есть это одно из решений, да, то есть теплый потолок, утепление в скате. Второй момент. Крыша, она все равно во всю длину будет натягиваться. И зачем это мертвое пространство, которое там останется, скрытое? Туда никогда не залезешь, ничего там не сделаешь. А так добавит объема в гараже. Ну, что, собственно, и получилось. То есть из-за того, что высота потолка, тут просто, ну, вот, высоко, классно, объемно. Ну и, в общем-то, мы планируем наверху, например, над воротами сделать небольшую кладовочку там. Лодки, палатки, спальные мешки, все, что легкое, можно будет туда складировать. И опять же, оно будет в тепле там храниться. Да, ну, небольшой настил. В чердаке ты там накидал. Да, а здесь вот вокруг котла просто объем такой, он пока непонятно, да, то есть я не знаю, какие-то кронштейны там для велосипедов, там триммеры, газонокосилки, там, я пока не знаю, что с этим делать, как это все разместить, да, здесь на стенах. Какие-то ставить стеллажи, которые закроют стены.
где будут лежать шуруповерты, там, болгарки, это пока сложно. Я бы вот сейчас просто так раз и здесь жил, да, в этих бревнах, в этих стенах круглых. Так что Со временем придумаю. Да, пока непонятно, как это сделать, ну, для того, чтобы и инструмент был под рукой, да, и красоту эту не закрывать, не прятать. Вот. То есть, что еще рассказать? Вот этот шкафчик, в нем находится все. Разводка теплого пола. Разводка теплого пола, да, разводка батарей. Все это было смонтировано, ну, было заложено, да, я вот сейчас понимаю, когда мы уже все это в эксплуатацию вводим, да, что тоже немножко не к месту, его надо было этот шкаф переносить немножко правее. Почему он оказался здесь, сейчас конкретно сказать не могу. Но когда автомобиль сюда заходит, мы испытали некий дискомфорт при открывании двери, да, то есть у нас немножко места не придется хватает. маленько тебе туда прижиматься. Соответственно, вправо. да, придется немножко прижиматься правее при въезде. Ну, шкаф могу открыть, показать вам, что внутри. Внутри стоит, Что-то инопланетное тут. ну, да ничего сложного нету. То есть здесь стоит коллектора теплого пола и коллектора на батареи. То есть батареи как раз есть две батареи, которые у нас в гараже стоят, две батареи всего, которые у нас будут в доме, и должна была быть третья батарея вот возле щитка электрического, но мы ее завели в подвальное помещение, отдельно стоящий кессон у нас там, где скважина, то есть и оттуда Там идет подогревает. подкачка воды, да, там положительная температура, то есть это гарантия того, что скважина не замерзнет, будет тепло. Все, здесь стоит циркуляционный насос Альфа-3, бесшумный, возможно, то есть с функцией управления по Wi-Fi, то есть, ну, это как бы дополнительная программа, установка. Ну, в общем-то, все удобно, да. Все удобно. С другого города, чтобы регулировать котел, например, отопление, необходимо будет для этого котла приобрести дополнительное оборудование, там, с GSM-модулем, и все, проблем нет. Я не узнавал, но пока задача была запустить отопление, то есть, скажем так, прогрессы там и усовершенствование, это все в процессе. Я закрою этот шкафчик волшебный. Что заливаем в систему, Андрей? Ну, поскольку у нас был зимний запуск, да. И закуп. Поскольку у нас был зимний запуск, здесь было принято решение залить противоморозную жидкость, ну там не замерзайку, теплоноситель, которая там работает при температуре, ну, минус 40 градусов. То есть она была минус 65, ну потом при разведении ее водой, то есть она работает при минус 40. То есть мы развели ее долями там с дистиллированной водой. Многие говорят о том, что вот они есть разные, да, жидкости, там есть этилен, глюколь, пропилен, глюколь. То есть мы выбрали вот пропилен, глюколь, наименее ядовитую, зеленого цвета, самую такую простую. Залили ее, запустили отопление. Многие говорят, что плохо проблемы с соединениями, то есть жидкости бегут, то есть это недопустимо, давление в системе падает, мы начинаем дышать этими парами пропиленовыми, то есть вот чем они вредны, да, то есть я задавался вопросом, ну вода вроде где-то, если капля повисла, потом это все заржавело, загрязнилось, засралось, как говорится. Саму себя, да, вылечило и все нормально. А якобы вот эти все жидкости отопительные, они, собственно, ну, работают не очень хорошо. Но, тем не менее, как бы мы все собрали. Да, у нас было там пару подтеков, один на котле. Мы подтянули, собственно, на следующий день. Все герметично. Давление в системе стоит, стрелочка показывает, там у нас аварийник стоит. И все это устраивает, работа идет. Котел топится, горячая. А он у тебя по датчику включается, допустим, температура падает, и он чик сам, или как он работает? Ну, он автоматически, там, да, выставляется комфортная температура. Вообще это газовый котел. Газовый котел, рядом с ним стоит бак ГВС. То есть у нас газовое отопление, подача газа, и он полностью автоматизированный. То есть, вот. Датчики, они по комнатам, по там тоже? Не, мы там там придется регулировать контурами, то есть так глубоко мы не погрузились в эту тему,
Потому что можно было поставить датчик в каждой комнате, и он бы подавал сигнал на контур. И на контурах ставятся такие какие-то штучки специальные, клапана, которые открывают либо закрывают клапана по температуре в конкретной комнате. То есть, например, надо мне, чтобы на веранде было потеплее, да, там, или в санузле в ванной комнате было потеплее, да. Я там выставил там, температуру, не знаю, 20 градусов, ну там грубо, да. А в спальной комнате я хочу спать в прохладе, там, да. Они сами Да, и там будут. устанавливаются специальные датчики, но это также нужно было в стену планировать это сразу. Врезать эти датчики, то есть они там бы реагировали на температуру, сюда бы подавали сигнал, и здесь бы вот эти как сервоприводы, они что ли Но называются. это уже делает кто, электрики или это тема кто? Это все сантехническая тема, но это нужно было все вот скомпоновать, и на этапе строительства, планирования, то есть надо было это все сразу проектировать. Не планировать, а проектировать. Ну, то есть это при заливке, я имею в виду, теплого пола делается, либо же Да это нет, можно- это уже надо было делать. Почему нет? Не при заливке пола, это надо было при электрике и при стенах. Вот. То есть на теплый пол это никак не это, там не ничего. влияет. Да, там контура разбросали контура, отопление разбросали. Ну, допустим, батареи я могу регулировать, еще вот мы установили термоголовки. Они регулируют опять также подачу, ловят температуру и больше-меньше. То есть, но здесь нет конкретных цифр, да, и это только по ощущениям, там, например, 1, 2, 3, 4, 5, да, там, больше клапан закрыт, меньше закрыт клапан. И если я чувствую, что мне в доме, например, жарко, я его убавил. То есть подача в эту батарею, ну, пропускная способность становится меньше. Все. То есть вот таким образом. Что-то резервное у тебя будет, вдруг там газ кончится, перемерзнет что-то. чтобы- Ну, надеюсь, за этим надо просто следить, да, то есть я не хотел тут сильно какие-то вещи делать. У нас единственно в одном щитке сделан электрический рубильник, с помощью которого я могу обеспечить дом электропитанием через бензиновый генератор. То есть у меня есть бензиновый генератор, который я могу спокойно выкатить к щитку, где заводится, ну, электричество подается, там выведена розеточка, просто рубильник переключается, и у меня подача электроэнергии идет через генератор на дом. Но проблем со светом, в общем-то, ну, с каждым годом все меньше и меньше. То есть, да, у нас район тут такой, скажем, восстанавливается. То есть у нас были старые линии, там, старые ТПшки. Сейчас это все улучшается, поэтому, в общем-то, ну, А как не знаю. получается, у тебя котел нагревает воду, да, получается, которая идет по всему. да, котлу? здесь есть контур, То нагревательный есть контур. стены там или что-то там. Там ставят? нагревательный контур. И газ греет этот контур. Ну а вот если, допустим, он отключается или еще что-то, то есть тебе надо через электричество это как-то сделать, правильно, с помощью электричества. Но он отключиться может по двум причинам. Если нет электричества и если нет газа. То есть он у тебя, если что, и от электричества просто будет работать. Нет, он воспламеняется от электричества. А если, я говорю, вот, ну, мало ли что вдруг, теплые полы, как батарейки-то греть? Я не понимаю вашего образа, Александр. Что значит как-нибудь да отключится вдруг? газ, не будет газа. Не Но знаю. за этим мы следим. У нас Что-то, на Газгольдере есть Что-то датчики. произойдет с котлом, вот, и как бы Именно раз- зимой, да? Да. Не Ну, задавались? придется печку-буржуйку ставить. Нет, не задавался. Вот этот момент он такой. Слушайте, ну, вот эти аварийные ситуации, их надо решать по мере их поступления. Я не знаю, если сейчас тут понатыкать, знаете, резервный электрический котел, резервный твердотопливный котел, да, там, ну, блин, давайте рядом построим собственную кочегарку, да, там, будем в нее уголь закидывать, если вдруг у нас кончится газ. Ну, я как-то к В общем, этим... ты не заморачиваешься. Я не хочу сильно так глубоко, то есть проследить по датчикам наличие в Газгольдере газа, ну, и своевременно его заправить, это нормально. Ну, выключили свет на какие-то плановые работы, там, внеплановые отключения, я не знаю, поставил генератор, организовал подачу. Но есть специальные там эксплуатационные моменты, когда нужно этот котел обслужить, чтобы он Не, работал. ну, в принципе, всегда В есть начале сезона, тены да, там. какие-то электрические, которые занес там, ну, обычные. Вот, Ну, в конце поставил. концов, да, если говорить о том, что там сдох котел, да, ну, тогда можно поставить ветерок и греться. Да.
пока ты этот котел не отремонтируешь, там, не знаю, обогреватель масляный, Выйти из расставить в положения каменную можно, комнату. если есть Да, если говорить о том, что это минус 40, да, и жидкость там у вас не греется, да, ну, по крайней мере, я сейчас уверен, что она не замерзнет, потому что там противоморозная жижа. Ну и сейчас у тебя вот как раз на улице 40. Ты видишь, как это все происходит, и ничего не перемерзает, все работает. Ну да, все работает. Дай бог, все работает. Трубу мы монтировали год назад, еще до того, как котел был. То есть мы здесь под трубу уже на месте сделали пазы, как плоскость затесали, и смонтировали именно вот 4 точками на одно бревно. То есть спокойно при усадке, допустим, ну, труба стоит на одном бревне, то есть она также подсядет. В верхней точке она закреплена на кронштейн, который можно расслабить на гайках, там болты, и, собственно, приопустить ее. Так что, ну, здесь как бы момент усадки учтен, да. То же самое, как бы вот в штробе, где электрический щиток, да, здесь есть штроба и есть зазоры, то есть при усадке вот эти бруски, они на скользящих кронштейнах, и они, собственно, будут также оставаться на месте, а стенка будет подсаживаться. Ну, здесь как бы небольшой щиток, то есть вот он ввод, вот нам электрики все подписали. Здесь как бы должны еще стоять небольшие заглушечки, но мы их сейчас смонтировали в другой щиток, поэтому здесь мы потом по мере поступления все окультурим. Есть все подписано, все рядно, каждый выключатель, каждый автомат, он подписан. То есть я знаю, если у меня, например, где-то там что-то произойдет, да, там автомат сработал, я знаю, какой это автомат. То есть это розетка там в доме, это там узошка какая-то, там, или котел, или ворота у меня, например. То есть вот, ну, что-то где-то все подписано. А это брусочки еще там торчат здесь. А это брусочки там торчат. Ну, вот эти брусочки, на самом деле, щиток должен был висеть чуть-чуть выше. То есть это, скажем так, некий момент, который, ну, не доработали электрики. То есть они его смонтировали, меня в этот момент не было. Я потом приехал, говорю: ребята, елки-палки, надо было вот по этим границам вешать щиток, вы его занизили. Они: мы не знали, нам не сказали. Я говорю: ну понятно. Ну, то есть они его повешали как есть, то есть они не сориентируют. Но эти брусочки мы можем либо отпилить, либо мы их можем покрасить. Я немножко расстроился, но ребята сказали: ты не расстраивайся, мы тебе бонусом установили выключатель на, как же он называется-то, с радиосигналом. То есть они мне вручили вот так вот выключатель и сказали: хочешь, носи его в кармане, хочешь, повешай его на стенку, хочешь, его прикрепи на ту сторону, где ворота у тебя, когда ты будешь заезжать. То есть я пока на самом деле не определился, да, но то есть вот обычный выключатель, в нем батарейка, вот стоит его приемник, вот этот блок, который передает, ловит сигнал, да. И мы, собственно, нажимаем кнопочку. Дальность работы какая у него? Слушайте, ну, в гараже он прекрасно работает. В карман, в дом я его не уносил, оттуда не включал. Поэтому не знаю, здесь все устраивает. Вот. Так что я сначала расстроился, а потом ребят меня порадовали. Сказали: вот вам, пожалуйста, не расстраивайтесь. Ну, по воротам еще скажешь нам что-нибудь? Ну, а здесь что сказать, ворота... Ну, как бы я опять смотрю, же, что это же сруб, в принципе, он усаживаемый, а тут вот раз ворота такие на жестких вот этих вот стойках, да, планках, все это завязано, как оно не будет гулять тут это? А здесь тоже все остается с регулировочными, на регулировочных кронштейнах, то есть здесь точно так же можно... То есть за ними просто нужно наблюдать, и их нужно обслуживать. Система подразумевает усадку, правильно? Конечно, да, то есть деревянный дом, да, вроде как, а тут такая воротина, да, ты про это спрашиваешь. Да. Ну, что происходит? Мы смотрим, как работают ворота. В какой-то момент, если происходит там где-то перекос, открывание некачественное, да, то есть мы видим это все, проверяем, смотрим, здесь ослабляем болты, подсаживаем этот кронштейн, они на ползунах, вот 4 кронштейна по 2 с каждой стороны. Здесь, собственно, вот это вот профиль направляющий, он тоже смонтирован на саморезах практически там в каждое бревно. Потом здесь. В каждое бревно. И саморезы также ослабляются, либо они перекручиваются в другое отверстие левее, там, да, либо они ходят. Покажи, просто... Андрей, там ткни пальцем, чтобы. Ну вот, видно. Сережа видит, что здесь
вот, например, ну, вот саморезы стоят, но мы можем их из этого отверстия выкрутить и перекрутить в новое отверстие здесь. То есть это тоже можно смонтировать и дать слабину воротине, чтобы бревна, вот, которые там выше первого, второго, да, там, когда будут подседать это все, чтобы они не давили. То есть здесь кронштейн у нас тоже верхняя пружина, механизм открывания-закрывания, он смонтирован тоже там на пружине, и в них сделаны такие вот сферические отверстия, ну, как сферы или правильно, как это, полу, такие, короче, овальные, овальные дырочки, которые позволят ослабить и просто подсадить. Все. Отлично. Они теплые, там у них утеплено, да, чем-то? Ну да, там полиуретан внутри. Ну, ворота как бы обычно стандартные шли 4 сантиметра. Нам порекомендовали взять 5-сантиметровые панель. То есть вот эта панель, ой, да, не извиняюсь, не 5, а 4,5 сантиметра и 0,5 миллиметров. То есть для полиуретана это, в общем-то, достаточно. То есть они нигде не обмерзают. То есть вот этот механизм, который верхнего размещения пружин, да, он на самом деле еще чем хорош. Он, конечно, с запасом, он ставится на более широкие и тяжелые ворота. Но мы решили взять с запасом, поставили их сюда. И в такой момент, что они всегда наверху, они всегда в тепле. То есть есть механизмы подъема, когда пружина на скрутку работает и размещается вдоль направляющего вот этого вот стоечного профиля. Но, во-первых, здесь у нас затесы, да, тут такие исполненные, и вот это вот расстояние, мне надо было эти затесы просто уводить еще больше, то есть я от них отказался сразу на начальном этапе, я знал. И второй момент, пружина находится внизу и вверху, соответственно, внизу у нас воздух более холодный, там теплый. И есть такой факт, что пружина снизу подмерзает. Короче, весь механизм должен быть вверху желательно. Ну, это я такие выводы сделал, потому что я видел это. Я видел, как у ребят работают ворота, да, пружина стоит внизу, она наполовину обледенела, ворота открываются, эта пружина растягивается, лед этот весь обваливается, отламывается, потом это все опять потеет, опять это все замерзает и работает. То одна сторона работает, другая не работает, все вот так наперекос, криво бока. А это работает? Это отключение, да, механизма. Ну и рейка у нас здесь, у нас там стоит пластиковая гребенка, она более, ну ты ее сейчас потянешь, ворота откроются. И закроется. А у меня пультанец с собой, а руками он у меня в машине. Не, мы его закроем, а потом надо будет прогон делать. То есть, не будем. И вот чем хороша пластиковая гребенка, она менее шумная, то есть обычно там укладывается металлическая цепь. То есть вот этот вариант, он немножко дороже, да, он немножко дороже. Белая, да, он-то? Да, как шестеренка такая. Да, гребенка, она же вот такая вот по всей длине идет. И она гоняет там, вот в этом узле ворота поднимает. За веревочку, которую ты хотел дернуть. Поэтому, ну, этот механизм более, скажем так, тихий, практичный. Слушай, комфортный. То, что с окошками тоже прикольно, света больше. Ну да, это ворота, наверное, красивее смотреть с улицы, да. То есть 3 окна, верхней панели, на улице глаз. Днем солнце светит, здесь дневного света через эти окошки достаточно. Мы не пользуемся вообще электрическим светом. И, собственно, мы видим там, кто-то подъехал. Да, если я делаю какие-то дела в гараже, я могу видеть, что кто-то там подъехал ко мне, там еще что-то там. Поэтому, в общем-то, и дизайн, как бы фасад, мне это понравилось. Не глухая стена, с улицы, да. Чик-чик, мне понравилось это с улицы. То есть это красиво смотрится. Это солнышко, это же закат получается. Видите, это не просто сфера, а с той стороны это солнышко. Кронштейны, может быть, кто-то скажет, посмотрит, слишком высоковаты, да, но нам вот эти балки, которые держат ворота, не было возможности установить ниже, потому как здесь верхняя балка оконная. То есть мы не могли балку врезать, где окно. То есть там это было бы неправильное решение. Ты же вообще, помнишь, мне говорил, что можно было вообще подтянуть их вверх, туда убрать, чтобы они были как бы к ним прижаты. Надо было тогда протесать вот это бревно еще дополнительно. И всю эту систему поднять туда. Да, можно было. Но это, видишь, когда проектируешь это одно, а потом, когда ты по факту это увидел,
И ты понимаешь, что здесь можно было переделать вот так, здесь вот так, и как бы и чуть-чуть по-другому. Не, ну пока она в принципе сильно не давит, не мешает, пусть работает. Да. Ну да, да. Ну что, Андрей, вы нам тут все уже рассказали, уже все устали, надо собираться нам домой. Вы уже уезжаете? Еще даже поснимать надо, еще уже ночь, а еще сделать немножко там кадров. Да, спасибо вам большое, что вы приехали. Спасибо, что вы строите такие классные гаражи. Спасибо вам, что вы вообще есть такие, кто заказывает такие гаражи. Да. Можете теперь продавать гаражи с домами. Вот. Хорошо. Ну и что, да, вам тоже огромное спасибо. И надеюсь, что вы к нам еще приедете и построите нам еще. Не раз. В смысле, вы хотите приезжать? Мы хотим приезжать и смотреть, и хотим приезжать и Ну строить. хорошо, пожалуйста, приезжайте, смотрите, стройте. А то я думал, вы хотите построить нам и будку отдельно, и колодец, и мангальный. Да нет, сразу. Вот Игорь, видишь, идет тоже попрощаться. Ну ладно, тогда всего наилучшего. Вам, Александр, спасибо. Вам, Сергей, тоже огромное спасибо. И вам, Игорь, тоже спасибо. Вам спасибо. Принципиально другое качество. Поверьте мне, люди.